После недавнего видео о правилах блокировки аккаунтов на AliExpress я не планировал в ближайшее время затрагивать эту тему, но последнее общение со службой поддержки AliExpress изменило эти планы. Это видео о том, как AliExpress посредством своей службы поддержки подставляет покупателей. Их советы позволяют блокировать ваш аккаунт согласно правилам AliExpress. Отнеситесь к этому очень внимательно. Это видео я построил так, что буду делать паузы и объяснять причины тех или иных действий с моей стороны, а также последствия советов, которые даются службой поддержки AliExpress. Всем привет! Началось все с того, что я заказал дорогой товар на AliExpress. Конечно, я внимательно следил за движением посылки. Надо отдать должное продавцу, он отправил посылку в течение нескольких минут после оплаты. Дальше начались неприятности, появились проблемы с отслеживанием. На разных сайтах была разная информация об отслеживании. По правилам AliExpress такого рода проблемы необходимо решать сначала с продавцом. На сайте AliExpress появилась информация, что была попытка вручения посылки, которой еще не суждено было вылететь из Китая. Потом появилась информация, что посылка покинула сортировочный центр, находится в Китае и одновременно доставлена. На сайте 17track.net видно, что посылка отправляет в неизвестное название места. Понятия не имею, что за место такое, и об этом я написал продавцу, на что продавец стал включать дуру и написал, что система не может идентифицировать русский язык. Заметьте, я в переписке с продавцом не использую русский язык. В общем, продавец написал мне, что с посылкой все нормально. Но вы же понимаете, что это ненормальная ситуация, даже для AliExpress. Дальше. На сайте, который предоставляет информацию об отслеживании для AliExpress, указано, что посылка с одной стороны еще в Китае, с другой уже доставлена, хотя конечный пункт указан как Россия. На сайте Почты России показано, что посылка ожидает отправки из Китая. Итак, информация на сайтах противоречит сама себе. За советами я решил обратиться в службу поддержки AliExpress. Те, кто видел предыдущее видео, могут сразу обратить внимание на то, как служба поддержки AliExpress подбивает открыть спор по несуществующей причине, за что у многих пользователей AliExpress блокируют аккаунты. И вот началась переписка. Добрый день. Каков статус моего заказа? По одним данным он получен, по другим в пути. Ответ. Спасибо, что подождали, я проверила ваш заказ. Я советую вам, если так, откройте спор в течение срока защиты заказа и затребуйте возврат оплаты. Так ваш платеж не будет переведен продавцу. Пожалуйста, не беспокойтесь, спор никак не отразится на вашей посылке. Спор – это способ защитить ваши интересы и ваши деньги. В данном случае я посчитал, что если служба поддержки AliExpress считает, что необходимо открыть спор, то с моей посылкой происходит что-то нестандартное. И возможно, что продавец получит деньги за товар, в то время как я не получу посылку. Я пишу, то есть вы считаете, что посылка получена? Я слышал о случаях, что продавцы отправляют посылку сами себе, только на другой адрес. А если покупатель не следит за движением посылки, то после окончания срока защиты покупателя продавец получает деньги, а покупатель ничего. И опять поддержка советует открыть спор, а если посылка не придет, то отменить спор. На конкретный вопрос об угрозе посылки поддержка отвечает, что мне необходимо открыть спор. Спор открыть несложно. У меня возникает вопрос о законности его открытия и о причинах, которые я должен указать в споре. Я отсылаю скриншот с одного из сайтов отслеживания, рекомендуемых AliExpress. Можно ли верить этим данным? Конечно.
По этим данным посылка получена. Нет. И присылает мне скриншот, который я ей только что отправил. На нем она обвела место, где находится посылка, а выше написано на английском, что посылка была успешно доставлена. Наконец, после моих дотошных вопросов, оператор службы поддержки признает, что сама не понимает, почему на сайте такая информация. Понятно, что ей надоело разбираться с моей проблемой, и она настаивает, чтобы я получил информацию у продавца и одновременно открыл спор. Я написал, что открытие спора по необоснованной причине может повлечь за собой блокировку аккаунта. Когда же идет дорогая посылка, это крайне нежелательно. Тем не менее, оператор продолжает рекомендовать открыть спор. Ладно, думаю, попробую открыть спор. Что писать в описании к спору, понятно, но что указать в причинах спора в выпадающем меню, неизвестно. Там нет такой причины, по которой мне оператор службы поддержки советует открыть спор. Если открыть спор по несуществующей причине, то можно его проиграть, а мне это нельзя делать. Поэтому я обращаюсь к оператору уточнить, какой пункт выбрать. И оператор советует выбрать пункт, которого нет на сайте AliExpress. Тем временем сменяется оператор службы поддержки, который со мной переписывался. Мне приходится вести диалог заново. И опять я получаю совет открыть спор и выбрать несуществующую опцию. В общем, сами можете видеть, как приходится общаться со службой поддержки. Я им одно, они мне другое. После очередного совета я понял, что оператор не стала вдаваться в мою проблему. Она посоветовала открыть спор по причине окончания срока защиты покупателя. Но до окончания еще месяц. И после того, как она советовала мне причину открытия спора, она пытается узнать, почему я хочу открыть спор. И опять пришлось отсылать ей скриншот, все объяснять, но на этот раз оператор не советует открывать спор, а решить проблему с продавцом. С продавцом, который заинтересованное лицо и который все время говорит, что все нормально. Дальше сами видите, как служба поддержки не вникает в проблему и все списывает на общение с продавцом. Не зная правил упразднения аккаунтов на AliExpress и действуя согласно советам службы поддержки AliExpress, можно открыть спор по недействительной причине, проиграть его, получить бан на аккаунт, получить дырку от бублика вместо посылки и получить черную метку AliExpress. Будьте бдительны, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем пока.